Немецкие войска, ведя бои с июня 1941 года, понесли немалые потери. И поэтому, собственно, людей, которые активно ведут бой, те, кто непосредственно на поле боя стреляет из винтовок, из пулеметов, вот их оставалось в немецких дивизиях уже очень мало. А какой процент приблизительно? Оставалось на уровне 20-30% от штатной численности. Даже меньше 50%. Да, именно то, что немцы называли боевая численность, Кэмпфстарке. И вот это было основной причиной, которая вызвала достаточно низкую боеспособность группы армий «Центр» в целом и заставила ее отступать. Во-первых, советское командование грамотно выбрало направление ударов в декабре по флангам открытым, и немцы под угрозой того, что у них будут перехвачены пути отхода, стали отступать. И вот это бегство, казалось, будет безостановочным. И группа армий «Центр» повторит судьбу великой армии Наполеона, которая тоже от морозов, от ударов русских войск потерпела катастрофу под Москвой в 1812 году. И вот по всем немецким мемуарам, даже исследованиям проходит вот эта аналогия. 1812, 41, 42 год. Немцы изо всех сил стремились не потерпеть поражение таких же масштабов. И именно этим вызывались приказы Гитлера ни шагу назад, не оставлять без приказа даже какой-нибудь заброшенной в лесах деревеньки. Фельдмаршал фон Браухич был отстранен, потом там целая череда генералов с громкими именами, потом мы их встречали уже в других сражениях. Это истерика командования Вермахта в лице, естественно, Гитлера? Или это, в общем, не справились с ситуацией, реально не справились? В основном это именно истеричные решения, которые показывали, то есть их второе, как говорится, их подоплека, вторая сторона медали, то, что стремились показать всем, что незаменимых у нас нет, как выражался другой государственный деятель. То есть любого, кто нарушит приказ, снимут без всякой жалости. Тем самым любой, даже человек, который командует ротой, думал о том, что ему тоже могут легко найти замену. И вот этими истеричными мерами стремились остановить казавшееся безостановочным отступление. Но при этом, разумеется, были и реальные просчеты. Вот, как ни странно, кого отстранили совершенно заслуженно, это Гудериана, который допустил огромную брешь в построении своих войск. Через эту брешь Красная Армия наступала на Сухиничи. И сшивание стыка между двумя армиями, Гудериана и его соседом, потребовало больших усилий. И в данном случае можно сказать, что при всей, так сказать, при всем волюнтаризме Гитлера, в данном случае он был прав. Такого допускать было все же нельзя. Человек, который стоит на столь высоком посту, как командование армией. Время вот этой битвы, она происходила зимой. Естественно, были внешние факторы, я имею в виду погодные условия, много мифов вокруг этого, и имеющих под собой почву, и не имеющих. Я хотел спросить о следующем. Во-первых, какая была погода под Москвой? Потому что вот тот самый мороз ужасный, он не держался постоянно, с одной стороны. И второе, какое влияние это оказало на техническое состояние бронетехники немецкой, которая, в принципе, не была готова к ведению боевых действий при минусовых температурах таких больших. Действительно, трескучие морозы – это был конец декабря и январь 1942 года. Тогда, да, температура падала до самых низких значений едва ли не за все столетие. Под 40. Да, и эта температура, она сказывалась на самом деле на обеих сторонах. И температура, и глубокий снег. Действительно, у немцев, которые ездили на синтетическом горючем, возникли серьезные проблемы с бронетехникой. Бензин разлагался, и, собственно, танки останавливались. Кроме того, были большие проблемы с запуском двигателей при столь низких температурах. Отказывало стрелковое оружие. Смазка не держала такой мороз, и немцы были вынуждены насухо вытирать все детали пулемета, движущиеся, и он мог стрелять. Ну, понятно, что на ресурсе оружия это сказывалось самым ужасным образом, так долго он стрелять не мог без смазки, но тем не менее стреляли без смазки. Кроме того,
из-за низких температур пороха, которые использовали немцы, не давали заданных характеристик. Из-за этого все таблицы стрельбы полетели в никуда. И стреляли, иной раз, так сказать, корректируя огонь по тому, как реально летит конкретный выстрел. Поэтому вот эти трескучие морозы, они на немцев влияли и достаточно сильно. То есть нельзя недооценивать этого фактора. Но этот же фактор влиял на Красную армию. У нас массово производились танки на автомобильном шасси. Это Т-60 из автомобильных агрегатов. Так вот, они глубокий снег не преодолевали от слова совсем. Все командиры бригад дружно жаловались. Танки Т-60 по глубокому снегу не идут. Т-34 КВ, да, движутся, Т-26 там более-менее. А вот стада Т-60, которые планировали выпустить 10 тысяч, они не ездили. Их применяли для обороны населенных пунктов. То есть, соответственно, часть танков просто исключалась из боевых действий. Точно так же сказывалась на обеих сторонах в условиях сильных холодов медицина. Раненые, выживаемость раненых сразу падала на столь жестоком морозе. Кроме того, наступающие советские войска были иной раз вынуждены ночевать не в населенных пунктах, а в лесу, в полевых условиях. Это, естественно, сказывалось на том, как люди могли выполнять поставленные задачи. Это то, что было на фронте. А что происходило в Ставке Верховного Главнокомандования? То есть любые наступательные операции такого масштаба, они готовились. Позже мы знаем, что из-за недостаточного снабжения Красной армии, в том числе боеприпасами, вот те планы, которые были, сейчас мы о них поговорим, они не были осуществлены 100%. Да, действительно, Красная армия развернула наступление практически по всему фронту. И командующий Западным фронтом Жуков, он был на самом деле недоволен тем, что резервы, которые выделяла Ставка, они направлялись не только под Москву. Хотя Красная армия получила преимущество вводом в бой свежих дивизий, которые формировались еще с августа. Они были полностью укомплектованы людьми. Это вот эти сибирские знаменитые дивизии? Да, их считают сибирскими, но на самом деле это, например, 10-я армия Голикова, она формировалась вообще в Московском военном округе. Ездили, привозили дивизии с Урала, из Красноярска. То есть, естественно, Сибирь тоже присутствовала, но она не составляла большинство в личном составе тех дивизий, которые бросили в бой. И вот эти вот свежие силы, они стали движущей силой наступления. Нужно понимать, что 3 армии, которые бросили в бой в декабре, это была только часть. Постепенно прибывали еще по мере готовности новые дивизии, и они вводились в бой и в 1942 году, и в январе, и в феврале. И за счет этого Красная армия могла пытаться решать те амбициозные задачи, которые ставила командование. Они посильно были амбициозны, когда планировалось такое широкомасштабное наступление, ведь до того были сплошные потери, окружение, ужасные катастрофы. Я имею в виду осень 1941 года. И вот планируется операция. Они были посильны с точки зрения количества людей, но не посильны с точки зрения имевшегося количества, во-первых, боеприпасов, во-вторых, организации танковых войск. Успех декабря, контрнаступления, которое отбросило немцев от Москвы и поставило крест на всех немецких наступательных планах, оно еще было обеспечено боеприпасами. Удалось накопить достаточное количество по нормативам, ну не конца войны, но, скажем так, по довоенным нормативам оно было обеспечено хорошо. А вот дальше обеспеченность боеприпасами резко падает. И уже наступление в январе, когда немцы перегруппировались, образовали более плотный фронт, пусть даже меньшим числом людей, которые не соответствовало количеству дивизий. Да, результаты эти оргмероприятия. Да, то есть немцы, во-первых, вызвали из Западной Европы свежие дивизии, тем самым влив те необходимые активные штыки, которые требовались для обороны, перешли к обороне полностью на той линии, которая готовилась еще в декабре, так называемой линии Кенигсберг. И задача стала сложнее, чем декабрьская, а боеприпасов на это не было. А танковые войска, которые могли компенсировать нехватку боеприпасов,
находились в состоянии того, что я называю бригадная ересь, когда у нас не было крупных механизированных соединений класса танковой дивизии или танкового корпуса, а были только бригады. Бригада что это такое? 1000 человек, полсотни танков по штату. Реально пара-тройка десятков танков и та же самая 1000 человек. Она не способна решать задачи в большую глубину. И отсутствие танковых корпусов и танковых армий, которые были у Красной Армии в 1943-1945 годах, фактически делала задачу разгрома группы армий «Центр», как говорится, оглядываясь назад с высоты опыта всей войны, практически нерешаемой. Попытка наступать пехотой, решать те задачи, которые были посильны только крупным механизированным соединением, они не могли принести того результата, на который рассчитывала ставка Сталина. Штабы и верховное командование, оно исходило из тезиса о достаточном для крупных наступательных подготовки, для крупных наступательных операций уровня, в том числе и тактической подготовки. Однако Красной Армии тогда еще только внедрялись так называемые штурмовые группы, когда есть подразделение, которое прокрадывается, обходит огневые точки, их уничтожает с фланга, с тыла, а вот выучка вот этой вот свежесформированной пехоты, она не была выведена еще на тот уровень, которым располагала пехота советская позже, в 1943-1944 годах. Вот этой вот выучки ее не хватало, потому что люди, по сути, первый раз попадали на фронт. Вы представьте, человека мобилизовали где-нибудь на Урале, в Поволжье, и он в первый раз увидел винтовку, живым мог увидеть винтовку, когда его выгрузили из эшелона и раздали винтовки всем, и отправили в бой. Да, у него есть какие-то тактические приемы, которые мы учили, вручив деревянные винтовки, но вот действие штурмовых групп, вот это было еще, кстати, далеко до ее совершенствования. Поэтому задача, достаточно типичная для контрнаступления под Москвой, взять занятую немцами деревню, она превращалась в штурм форта Дуамон под Верденом. Деревни готовились очень серьезно к обороне. Причем немцы совершенно безжалостно сжигали дома, стоящие, так сказать, изолированные, которые можно было легко взять. Они их сжигали, очищали тем самым сектор обстрела. А дома очень серьезно готовились к тому, чтобы выдерживать артиллерийский и пулеметный обстрел. Ведь немцы, как правило, сидели в окопах, вырытых под домом. Сверху на перекрытиях была насыпана земля, камни. Иной раз те здания, которые смотрели во внешнюю сторону, в сторону фронта, строили вторую стену, забутовывали, засыпали камни, и эти дома были крепким орешком. То есть, как говорится, пушкой 3-дюймовкой или даже минометом этот дом не возьмешь. И все с круговым обстрелом. Даже охваты, обходы. Как форты практически. Но это был, естественно, форт, он не мог выдержать, не выдержал бы обстрел тяжелой артиллерии. Понятно, что тяжелая артиллерия такие населенные пункты сносила под ноль, и даже в одном из немецких исследований того периода вот эта тактика, как они называли, жемчужное ожерелье, то есть такая цепочка опорных пунктов, было написано крупными буквами, что в нынешних условиях, писалось уже там в 43-44 годах, и это неприменимо. Русские вот это жемчужное ожерелье просто снесут. Поэтому нужна там сплошная траншея, контратаки и прочее. А вот тогда, зимой 41-42 годов, вот эти опорные пункты, они работали. Это банальный вопрос. Все-таки холода огромные. Как они вообще проводили земляные работы? Ну, во-первых, эта линия Кенигсберга, она готовилась в тылу, в том числе заставляли делать местное население. Механизация работ. И, опять же, они же не копали действительно сплошные траншеи. Они превращали в дзоты обычные сельские дома. Обычный дом с земляным полом. В нем выкапывается траншея. В бревне на подходящем уровне вырезается бойница или там определенная амбразура для пулемета и превращается в опорный пункт. А промежутки между ними, то есть в чистом поле копать окопы, это не требовалось в общем случае. Промежутки простреливались минометным огнем, из тыла артиллерийским огнем. На чем это все держалось? Провода в тыл, вызываем артиллерию, она поддерживает вот эти промежутки между деревнями. Немцы не господствовали, потому что и потери, и выведенные с фронта авиасоединения. Но сильной стороной немцев на тот момент была концентрация усилий. Поскольку Люфтваффе, оно управлялось из единого центра, они могли
происходит что-то под Сухиничами, они всю авиацию бросили под Сухиничи. Происходит что-то под Ржевом, они бросили туда все. У нас же была практика разделения авиации между армиями. Поэтому на каждом направлении была своя авиационная группировка. Вот маневр вдоль фронта, это появилось только с внедрением у нас воздушных армий, которые придавались фронтам. Поэтому немцы могли в каких-то ситуациях, несмотря на то, что, так сказать, они понесли большие потери в военно-воздушных силах, концентрировать усилия и добиваться что-то, в том числе самолетами. Но в целом авиация вот в этом сражении зимнем 41-42 годов, она принимала участие мало как ударная, но очень активно как транспортная. То есть немцы перебрасывали пехоту на транспортных самолетах, перебрасывали предметы снабжения и снабжали свои окруженные гарнизоны. Например, 23-й корпус под Белым, группа гильзов в Сухиничах, на других направлениях, там Холм, Демянск, огромные, так сказать, стада немецких транспортных самолетов, они стали бесценным ресурсом вот в ситуации зимы и потери многих коммуникаций. Я хочу просто напомнить, что Сухиничи – это крупнейший железнодорожный узел. Да. Что борьба за него – это не просто город. Да, и на него бросили одного из наших лучших командующих Рокоссовского. Благодаря Рокоссовскому в немалой степени удалось этот узел отбить, и Сухинический выступ остался надолго в руках Красной Армии, и дальше от него пошли наступать, уже следующей зимой. 33-я армия Ефремова – это один из самых известных эпизодов контрнаступления под Москвой, и одна из попыток, подчеркну, все же одна из попыток выйти к Вязьме и лишить группу армий «Центр» ее главной магистрали. Помимо Ефремова там действовал и конники Белова, которые протолкали через Варшавское шоссе без тылов, только кавалерийские подразделения. Десант высадили, опять же, только люди со стрелковым оружием. С севера точно так же к Вязьме гнал свои войска Конев. Обычно, так сказать, упрекают Жукова, но забывают, что точно так же действовал Конев, причем даже с более тяжелыми для него последствиями. А армия Ефремова стала одной из попыток через разрыв фронта пехотой, опять же, возвращаясь к тому, что у нас не было самостоятельных танковых соединений, не танковым корпусом, а группой из стрелковых частей пробиться к Вязьме. То есть, с небольшим артиллерийским подходом. Да, то есть только боевые части, которые должны были дойти до Вязьмы, и считалось, что если дойдут до Вязьмы, ее возьмут, то все рухнет, и, соответственно, проблема снабжения решится сама собой. То есть немцы побегут, и можно будет через вновь рассыпавшийся фронт подвести людям боеприпасы, еду, горючее и прочее. Это решение было осмысленно, или теперь можно понять, что это была некоторым образом такая авантюра? Война, она вообще вся из авантюр состоит. Было принято решение, в принципе, разумное, но по моему глубокому убеждению, Жуков допустил кадровый просчет. Он поставил на эту задачу не того человека. Генерал Ефремов был, безусловно, профессионалом, но он не подходил для такой кавалерийской задачи. Задача кавалерийская, опять же, в кавычках, поскольку требовалось кавалерийское мышление, способность к действиям в условиях открытых флангов, самостоятельных действий. Маневренная. Да, маневренная война. И, возможно, подошел бы генерал Захаров, который замещал Жукова. И если бы Захарову поставили на группу вот этих вот стрелковых частей, которые пошли к Вязьме, он бы не стал вытягиваться такой кишкой. Потому что понятно, что коммуникации-то все равно прервут, если что. Вот это выстраивать вот эту, так сказать, на 80 километров кишку вытянуть к Вязьме, это дело бесперспективное. Нужно было собрать всех в кулак, идти одной массой и атаковать сразу достаточно крупными силами Вязьму, и, возможно, это дало бы результат. То, естественно, Жуков не знал, у него не было перед глазами, как говорится, карт, которые лежали перед Гитлером, и он не знал, что там уже их ждут. И вот когда Ефремов с Беловым оказались под Вязьмой, они там берут пленных, и кто это пленные? Это мотоциклисты 11-й танковой дивизии. То есть немцы взяли у себя в тылу, поставили в заслоны одну из лучших своих дивизий. И все, и вот эта задача, которая казалась легкой, то есть разогнать тыловиков, взять Вязьму, она внезапно становится очень сложной. И вот несколько недель пытались ее все же решить. Переносили направление удара, пытались прервать шоссе там дальше на запад.
Но эти все попытки были неудачными. Но в любом случае пытались армию Ефремова деблокировать, потому что в чем была еще проблема? Белов сумел выйти. Он возглавлял Кавкорпус. Что такое Кавкорпус? Это лошади. И бойцам было элементарно, что есть. То есть они в крайнем случае могли своих лошадей пустить на еду. И это, собственно, и произошло, когда корпус Белова аж в мае кружным путем вышел к своим. То есть немцы, естественно, поставили заслоны на коротком пути, а кружным путем Белов и его дивизии две кавалерийские вышли. А Ефремов от Белова оказался отделен большевиком Вязьма-Юхнов дорогой. Вот через эту дорогу, которую немцы контролировали, по ней постоянно двигались, и если бы попытались перейти эту дорогу, то, естественно, был бы бой и избиение на этом шоссе. Ефремов остался по другую сторону этого большевика, и у него был только один путь, по сути, на соединение с 43-й армией. И Жуков, на самом деле, изо всех сил пытался к нему пробиться. Да, там что деблокировать, да. Причем армия 43-й, если объективно посмотреть, она понесла потери в людях больше, чем численность армии всей армии Ефремова, которая в тот момент насчитывала около 17-18 тысяч человек. Как говорится, сам погибай, но товарища выручай. Но тем не менее немцы выстроили вот эту плотную оборону из опорных пунктов, и попытки деблокировать Ефремова успеха не имели. Он пытался, в свою очередь, просочиться на соединение через так называемый Шпырьевский лес, но в апреле эти попытки уже были пресечены немцами, то есть они уже начали, поскольку ситуация стабилизировалась, они стали собирать отряды, которые занимались разгромом тех, кто прорвался к ним в тыл. В итоге вот этот даже последний небольшой отряд армии Ефремова был разгромлен, и генерал покончил жизнь самоубийством. Хотя, в принципе, у него был шанс вылететь на Большую Землю. Сообщение было, то есть пытались и снабжение подбрасывать, и более того, один командир дивизии допустил просчет, его, чтобы отдать под трибунал, его вывезли оттуда и судили на Большой Земле. Но потом, на самом деле, отправили командовать стрелковую бригаду, он дослужил до конца войны, но тем не менее сообщение было. Ефремову могли предоставить самолет, посадить площадки в лесу и вывезти, но он отказался и остался со своими солдатами. И вот это, так сказать, мужество и готовность остаться со своими людьми до конца, они действительно сделали историю армии Ефремова одной из, пусть трагических, но очень впечатляющих страниц битвы за Москву. Вернемся вот, собственно, к началу операции. Она официально была, я имею в виду, полное вот наступление всем фронтом. Это 7 января, Рождество, фактически, да, православное. Все-таки накопили сил, хотя их было мало, да, но тем не менее операция началась, и не было разгрома такого полного, который вот сравним с исходом Наполеона, да, из России. Но в итоге все равно фронт двинулся на запад. Это имело огромное политическое значение, была относительно выровнена линия фронта. Угроза с Москвы была почти снята, почти, не полностью, но снята. И все-таки вот уже к апрелю 1942 года, вот как раз там Белов вышел, это уже май, а операция закончилась в апреле. Битва под Москвой завершилась существенным поражением. Вот разгром обычно связывают с контрнаступлением. Вот слово разгром немецкий, фильм знаменитый. Вот. А Герасимова считается образцом. Он, по-моему, даже мало кто знает, собственно. Он получил как документальный фильм «Оскар». Да. То есть это... Но это именно декабрьское контрнаступление. Это декабрьское контрнаступление, вот считается, под Москвой. А вот само наступление, это уже... Ржевско-Вяземская операция. Да. Битва была выиграна, и в чем была для немцев самая большая проблема с отступлением? Почему и Гитлер приказывал, на самом деле генералы требовали стоять и держаться изо всех сил? Ремонтный фонд. Что такое вермахт? Его подвижность обеспечивалась автотранспортом, тягачами, танки. И вот вышедшие из строя или оставшиеся без горючего автомашин, тягачи, танка при отступлении бросались. И поля Подмосковья были усеяны вот этой брошенной техникой.
Собственно, падение числа транспортных машин сделало подвижный вермахт малоподвижным. И на самом деле от этих ударов очень многие немецкие дивизии не оправились и позднее. Просто встали. И все, да? Да, то есть они превратились из подвижных в полуподвижные. И когда в танковых дивизиях начали возить что-то на лошадях и на телегах, это уже был, так сказать, конец блицкрига, как прорывов танков в глубину. Потому что понятно, что эти прорывы поддерживались транспортом. Поэтому то, что фронт откатывался дальше, это для немцев только усугубляло ситуацию, и восстановление боеспособности танковых войск стало делом уже многих месяцев. Поэтому, несмотря там на вывод из фронта в тыл, во Францию, на восстановление, вот это восстановление, оно заняло очень много времени и уже не было полноценным. И уже в следующую летнюю кампанию, лето 1942 года, немцы не могли наступать одновременно на нескольких направлениях. Они были вынуждены, опять же, в том числе ввиду падения боеспособности танковых войск, когда они фактически собирали с миру по нитке танковые батальоны. Вот это вопрос для немецкого военного, не искусства, а, скажем так, практики. Это был, безусловно, шок. Это потребовало качественно новых усилий, и, естественно, принимались решения, в том числе, например, бросали в бой каких-нибудь там понтонеров, связистов, которые не имели пехотной практики. Когда читаешь, вот есть воспоминания достаточно реалистичные доктора Хапи, врача дивизии под Ржевом, он говорит о том, что люди, не обладавшие пехотной тактикой, они все время вели бой с одного места. Стреляют с одного места. Естественно, русские бах-бах таких убивают, потому что понятно, что фронтовики, имевшие опыт кампании с Советским Союзом и с Францией, они знали, пострелял, перекатился. Постоянно менять позиции. А вот когда бросают бой понтонеров, каких-нибудь инженеров по строительству моста... В уставе написано, если ты произвел очередь, выстрел, ты должен сделать 2 оборота, перекатиться, постоянно 2, лучше 3. Да, это нужно постоянно менять позиции. А вот эти люди, они могли, так сказать, хорошо строить мосты, но они не знали того, что нужно в бою. И даже против тех людей, которые вчера выдернули из мирной жизни, там 2-3 месяца учили и отправили наступать, этого уже не хватало. Вот, кстати, даже каких-то теоретических знаний. Их громили. И перемалывание, в том числе и специалистов, оно негативно сказалось на вермахте в целом. Потому что тогда, вот в этом всем шоке и страхе повторить судьбу армии Наполеона, был действительно страх. Принимали вот эти крайние меры. И вот эти вот сборные команды бросали из непонятно кого, и что они там где-то исчезали, это же никого не волновало. А, на мой взгляд, все же не хватало понимания того, что без самостоятельных танковых соединений столь амбициозной задачи не решить. То, что, так сказать, собирали конно-механизированные группы, кавалерию с танковыми бригадами, что это не работает. Этого осознания того, что это не работает, оно пришло только с опытом. То есть считалось, а что такое? У нас там конница, она обеспечит активные штыки для ведения боя в глубине. У нас танки в танковых бригадах, возможно, получится. Но реально это не получалось. И уже по осмыслению этого опыта заставило менять, так сказать, структуру в целом. Но так, безусловно, присутствовало желание покончить с группарным центром. То есть нанести немцам удар, который приведет к тому, что война будет выиграна быстрее. Это вполне, на самом деле, объяснимое желание. Хотелось освобождать территорию, потому что, опять же, освобождая территорию, видели те зверства, которые на ней творилось. И желание быстрее пройти на Запад, оно присутствовало, и присутствовало в том числе на уровне рядовых бойцов, которые видели, что творится. Что надо этих людей, которые оказались под страшным нажимом оккупации, быстрее освободить. Да, и здесь нужно еще на что внимание обратить. Вот это контрнаступление и приведение немцев в состояние «мы сидим, боимся и, так сказать, отбиваемся», оно дало недели и месяцы на восстановление промышленного производства, и в том числе боеприпасов и танков. Вот начало 1942 года, когда немцы вынужденно пассивны, они не пошли пытаются... поставки другого уровня. Не, поставки именно со своих заводов. Ленд-лиз уже пошел позже. А так и танковые заводы,
и заводы боеприпасов сумели хотя бы восстановить производство, которое было на момент эвакуации. Это производство еще было недостаточным для реалий войны. Пороха мы выпустили в 1942-м в 2 раза меньше, чем немцы. Но тем не менее, это уровень производства, который позволял биться и наносить немцам чувствительные удары. И вот эти несколько месяцев зимы, когда ставили оборудование на новом месте, собирали и, опять же, восстанавливали технологический цикл, это было время бесценное. И для немцев война приобретала характер войны на истощение, который они в любом случае союзникам проигрывали. Они могли добиться еще каких-то там оперативных успехов, но стратегически они уже проигрывали. И Красная Армия в том состоянии, в котором она встретила окончание Московской битвы, в том числе и с точки зрения производства вооружения, она находилась уже на качественно ином уровне. И немцев уже не было возможности повторить 1941 год никакими силами. Успех под Москвой стимулировал союзников к тому, что русские эту всю технику не потеряют и не отдадут немцам. Потому что уже был негативный опыт Франции. Там поставляли им что-то, а Франция рухнула. Советский Союз показал, что он не рухнет. И поставки набирали обороты. И даже некоторое количество, но небольшое на самом деле, не принципиальное для Красной Армии, количество ленд-лизовской техники было уже под Москвой. И Валентайн, и Матильда. Был даже такой неудобный момент, когда фотокорреспондент сфотографировал перевернутую Матильду и подписал немецкий танк. И дипломат английский пришел, сказал, что ж вы делаете, это наш танк. И, естественно, фотокорреспондент был за это наказан, потому что танки были по виду новые. Он наш-то знал, как выглядит, а как выглядят ленд-лизовские, нет. Поэтому он принял это за немцев. Вот был такой небольшой казус. Хотя танки использовались, понятно, что были какие-то проблемы, в том числе связанные с холодами, но справедливости ради нужно сказать, что однозначно негативные отзывы были только от Т-60. Вот Матильда, Валентайн, к ним было отношение такое осторожное. То есть, да, есть минусы и недостатки, но негативных отзывов все же не было, 100% негативных. Хотя они участвовали на уровне там, десятков, мы где-то до сотни штук. Основным действующим фактором было вот истощение сил вермахта и ввод свежих соединений Красной Армии, которые могли наносить весьма чувствительные удары. Есть статистика, она известна, потерь от момента контрнаступления и уже второй фазы большого наступления по сочетанию немецких и Красной Армии. Вообще, надо сказать, что у немцев, вопреки распространенным заблуждениям, с точностью статистики очень большие проблемы. Поэтому сказать точное количество именно по зиме 1941-1942 годов из имеющихся документов не представляется возможным, как это ни странно прозвучит. У нас статистика велась гораздо лучше, особенно на Западном фронте, где командовал Жуков. Там она велась, не идеально, конечно, но близко к идеалу. Иной раз в 1943-1944 не видишь такого уровня ведения документации, в том числе по потерям. Но можно сказать, что вермахт терял, к сожалению, меньше, чем Красная Армия, но соотношение потерь общих, включая и убитых, и раненых, пропавших без вести, заболевших, обмороженных, соотношение потерь было где-то 1 к 3 в пользу вермахта, то есть вермахт терял меньше. Кроме того, Красная Армия наступала, наступающий по ряду причин, тем более, если он не добивается какого-то решительного результата с окружениями, он несет большие потери. В целом, если говорить о Москве, контрнаступлении под Москвой, Красная Армия в целом потеряла около 800 тысяч человек. Это убитые, раненые, пропавшие без вести и заболевшие. Но это, подчеркну, за несколько месяцев. Это была очень тяжелая. Конечно, кровавая битва была. Да, но тем не менее, это, так сказать, потери были ниже, чем летом и осенью 1941 года, поскольку это были уже не котлы. То есть люди могли там, получить легкое ранение, обморозиться. Но это какое-то время в госпитале, и он снова возвращался в строй. Это не окружение, когда выхватывали сразу, да, уровень безвозвратных потерь резко снизился.
Но вот мы упомянули Жукова и Конева, которые вели себя, ну, как могли в тех условиях, да? Но кроме них, Рокоссовского мы уже упоминали, Ефремов был, возможно, не на своем месте, но исполнил до конца свой долг. Белов, да, командир, ну, есть Панфилов с его знаменитыми панфиловцами, Даватор. Вот, но еще ряд генералов, которые отличились во время битвы, потом... Я бы еще фактически... напомнил такую фамилию, как Катуков. Да. То есть Катуков был героем и периода обороны, и периода наступления. Именно его танковая бригада всегда находилась на самом опасном участке фронта. Под Ценском, Волоколамском в обороне, и опять же в обратную сторону, когда шли к Волоколамску, тоже это был на направлении главного удара. Он не зря назвал свои мемуары «На острие главного удара».